BBC делится своим расследованием, публикуется новость: британские фирмы за 1000 евро помогали мигрантам подаваться на убежище, выдавая себя за геев. Журналисты BBC в Британии выявили схему, при которой мигрантам помогают получать убежище по фиктивным основаниям. Здесь, конечно же, ключ к тому, что продолжают наполнять, я так понимаю, Европу засланными казачками какими-то, да, то есть агентами, диверсантами, может быть, через заявление о принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Я так на всякий случай, для тех, кто пропустил или кто забыл, есть две границы, которые атакуются практически постоянно, плюс мне говорили, что там Испания тоже какие-то сложности есть, вот, честно, не попадались такие, подтвержденные новости, сам не перепроверял. Но Польша и Болгария, например, там пограничники постоянно отбиваются от попыток прорваться некоторых достаточно радикальных товарищей, которые прикидываются тем, что они беженцы. По данным журналистов, ряд юристов и консультантов за деньги готовят клиентам кейсы, придумывают биографии, собирают поддельные доказательства, фото, письма, медицинские справки и инструктируют перед интервью в МВД. А основная аудитория – люди с истекающими студенческими или рабочими визами, репортеры под прикрытием представивших студентами Пакистана и Бангладеш без труда получали такие предложения. В одном случае за услугу запросили до 7000 фунтов, а в другом около 2500 фунтов за полный пакет. Схема строится на убедительной подаче истории, поскольку объективных проверок нет. Ну, как ты проверишь, так сказать. Заглядывать между имплантами, что ли, образно выражаясь. Одна из иммиграционных консультантов похвасталась, что помогает подавать сфальсифицированные ходатайства уже 17 лет. И сказала, что может найти человека, который подтвердит, что состоит в однополых отношениях с ее клиентом. Одной из фирм, которая занимается фальсификациями ЛГБТ-кейсов, оказалась Worcester LGBT. На мероприятиях, которые организовывала компания, участники сказали корреспонденту, что здесь нет ни одного гея. Интересно, вот у Мизулиной сын там занимается этими вопросами. У меня тут же начинает, знаете, вспоминаешь, так вот была какая-то тема рядом. Просто очень редко бывает такое что-то случайное. Ну, в общем, не знаю, не могу утверждать, просто сейчас вспомнилось. Он занимается этими вопросами, там пытались это распиарить, вбрасывали, замуж он там вышел, потом это вроде оказалось фейком, не фейком, да в общем пофигу. Важно, что почему именно эта тема, и он защитой этих тем занимается. Мизулина, это просто образ, я даже не знаю, какое слово подобрать, образ безнравственности и вообще чего бы то ни было. Человек, который после зимней вишни извиняется перед Путиным, что извините, что там дети сгорели, это просто безумие. И то есть, вот, он именно эта тематика. Это примерно как внук Пугачева, который занимается картинами, а так он там и дорожки некоторые интересов и связи через папашу его ведут в Чечню, который вообще славится тем, что занимается отмывками денег. Так тоже звучит довольно часто. Ну, просто совпадения такие, вот иной раз, мне кажется, не случайно. Не знаю, вот напишите, на ваш взгляд, случайно или не случайно. Это я про Мизулина. Но возвращаемся к самой теме, да, то, что работает этот конвейер по легализации, каких-то странных граждан под видом того, что невозможно проверить, но зато можно об этом поорать. И не случайно ли накручивается со стороны России то, что непроверяемо? Борьба с ЛГБТ-сообществом. Как вы будешь проверять, там, гей перед тобой или не гей? Да, пропаганда чего? Ну чего пропаганда? Только если веник воткнуть, так это шаман втыкает. Микрофон, правда, веника не было под рукой. Да, то есть это такие непроверяемые вещи, но ими очень активно спекулирует, и Россия главный податчик этой информации, чтобы кто-то мог на этой фоне непроверяемо, взад что ли заглядывать, как ты проверять-то будешь? Получать очень легко засыпать Европу некими деятелями, вот на мой взгляд. Согласно официальной статистике просителей квир-убежище, еще раз, если это мое предположение верно, нормально, кстати говоря, стратегия, вполне себе шпионская работа и качественно. Можно огромное количество назабрасывать того, кого хочешь, помечают, там что-то рисуют, гей он, не гей. Больше всего заявителей 570. Почему столько внимания уделяет Путин? Потому что есть понятие окно Вертона. Вот Путин, например, перешагивает этот момент и начинает там про геев что-то рассказывать. Про бабушек, дедушек, про яйца какие-то, про куриц и петухов. Вот, скоро запрещат театр Булгакова полотенце с петухами. Шучу. Случайно ли? Но тем не менее. Значит, из других стран носителей намного меньше. Например, в числе лидеров Казахстан 18 беженцев, России 10 беженцев. Just Scott Lucky отмечает, что это невероятно маленький процент. Из 66 тысяч человек, просивших убежище в 2023 году, всего 1377 на квир-основаниях, то есть 2%. Пакистанцев, просивших защиты как геи, оказалось всего 0,9% от всех запросов. Формально убежище, я просто не знаю, мало-много здесь роль не играет.
Потому что есть элитные, ну это как пример, элитные подразделения глубинной разведки, ну, тут спецназ ГРУ, ну и так если брать российские вооруженные силы, это ребята, которые идут за мясом, ну это у них грубо такое выражение в армии, все грубо, то есть ДШБ, например, они идут тут своей массой, да, то есть снайперов внимание отвлекают, они большие, красивые, пули ложатся хорошо, кучненько, вот, а за ними такие вот какие-то дядечки с пузиками идут, я просто слышал об одном таком, у меня просто было такое общее знакомство, скажем так, это человек, в которого даже спарринговаться попасть нельзя, там подготовка совершенно безумная, им только главное дойти до противника. Я к чему? К тому, что если какой-то маленький процент, это не значит, что диверсанты не могут быть, то есть все диверсанты, да? Хороший, качественный Джейсон Борн, образно выражаясь, его одного достаточно. Его может вообще быть 1/10000000%. Но главное, чтобы он в этой толпе просочился и с прекрасными документами. Вы что ко мне, гею пристаете? Гею, посмотрите на мои гейские набитые кулаки. Да не приставайте. Вот так. А потом, когда надо будет что-то, куда-то взлетит на воздух. Формальное убежище в Великобритании предоставляется тем, кому угрожает преследование, в том числе по признаку принадлежности к квир-сообществу. Британские власти заявили, что за попытку мошенничества предусмотрено уголовное преследование и депортация. И подчеркнули, что проверки будут ужесточаться. И в Пакистане, и в Бангладеш, в Пакистане однополые отношения уголовно наказуемы. При этом, если верить исследованию BBC, мужчины из этих стран не стесняются выдавать себя за геев. Ну, и задумались бы, почему. Ну, их же с детства этому учат. Другой бы стеснялся, там ладошку пальчиком ковырял. Вот из России я сразу узнаю того, кто будет в этом признаваться. Он будет вот так признаваться. Да, еще раз, здесь дело не в том, что это правильно или неправильно, а в том, что если ты в мире, где вот тебя просто с детства учили, что это стыдно, да, то ты как-то, тебя еще придет тебе либо еще и реабилитационный центр, да, чтобы тебе сказать, что там, допустим, это не стыдно. Да, а здесь, видите, они как легко на это. Вот я бы на эти мелочи обращал внимание. Если взамен они могут получить легальное пребывание в Британии, то им не стыдно. Ну, это признак того, что там, легенда диверсионная. Ну, я образно, конечно, выражаюсь еще раз, не знаю. Но не исключал бы. Бывали ли такие случаи с мужчинами с Северного Кавказа? Любопытно. Совершенно иная ситуация на Северном Кавказе. Социальное давление на квир. Мужчин, я половину слов, если честно сказать, вообще сам не знаю, настолько сильное, что зачастую они, наоборот, отрицают свою принадлежность к ЛГБТ. Вот тут я, И так что, видите, если засылают, если предположение мое верно, то как раз таких самых радикальных. А Северный Кавказ, они вот такие, палец ладошка. И говорят правозащитникам, что их ложно обвинили в гомосексуальных связях. При этом скрывать ориентацию от правозащитников, которые занимают помощью именно ЛГБТ-людям, нет никакого смысла, но людям бывает сложно преодолеть страх и внутреннюю гомофобию, даже если это вопрос их жизни. За 9 лет работы, ну вот а тут акценты, ну они со своей стороны. В кризисной группе СК СОС не было ни одного случая, чтобы гетеросексуальный мужчина с Северного Кавказа пытался выдать себя за гея. Тем не менее, были случаи с гетеросексуальными женщинами, заявившими о своей гомо- и бисексуальной ориентации. Они делали это не для миграционных служб, а чтобы получить помощь от ЛГБТ-организаций. Как правило, об этом становилось известно на ранних стадиях во время юридических опросов. После того, как СКСОС начали в крайних случаях помогать и гетеросексуальным женщинам тоже, необходимость притворяться отпала, и подобные кейсы практически исчезли. Ну что ж, еще раз, да, это публикация, тут отсылка на News русская служба BBC. И СКСОС. СКСОС у меня, честно скажу, так по секрету, немножко 5 копеечек своих вызывают, ну, крайне такие спорные чувства, потому что, ну, во-первых, они упускают жизнь, мне попадались они, ну, как-то, когда делают акценты со своей стороны не на том, это касается гибели Айшат Баймурадовой в Армении, где начали накручивать идею коллективной ответственности, что чеченцы все там желали зла, я чуть ковырнул, слушайте, она мать, она женщина, по понятиям, еще раз, вот этого консервативного общества чеченского, к ней не могло быть больших претензий, то есть коллективной ответственности не было, то есть это вранье просто-напросто. Вот, ну, если я ничего не путаю, ну, по-моему, ну, они тоже очень аккуратничают, но пытаются раздуть немножко резонанс на этих вещах, зачастую, вот на мой взгляд, как-то не рассказывая, скажем так, истину и не ковыряясь в этом. Я бы им это простил, потому что у них задача другая. Привлечь внимание, что ж, любым способом, хорошо. Даже риторика политическая допускает ложь. Политическая риторика это всегда где-то рядом, да, с войной, ну, только желательно словами, без реальных боевых действий. А что такое война, да, это искусство обмана. Так что допустимо. Но они же профукали человеческую жизнь. Ту самую Айшат Баймураду, где посыпанные головы пеплом. Нет, тут их это не интересует. А это очень странно, на мой взгляд.
ну и так далее. Собственно говоря, они, по-моему, и сотканы из выходцев как раз с Кавказа, а у меня к ним, ну, скажем так, ну, вообще, как и к любому другому, я верить, безусловно, никому не собираюсь. Но в любом случае я обвинять тоже не собираюсь, поэтому пытаюсь разбираться, понять, как оно там на самом деле. Со своей стороны высказал вот что думаю по поводу этой новости. Вы пишите со своей стороны и увидимся в следующих новостях. Следим за этим, потому что ну, да, где-то за какими-то почти спокойными новостями ведь может скрываться и вполне себе реальная опасность.